Hello my little cats, I am Milka Kent. I am going to start with video defending today, because there's something important for those of you who don't understand Russian. You can use the subtitles I provide for this video. I'll continue speaking in my native language. Enjoy the show! Ну что же, ребята, всем привет! С вами я, Milka Kent, и в этом видео я хочу затронуть тему баланс патча. Разобрать текущую ситуацию во всех незеркальных матчапах. Зеркалки как будто нет смысла разбирать, разве что био против меха как будто хочется поменять, но это все поменяется по мере изменений других матчапов. Поэтому на этом не будем затрагивать внимание. Также я подготовил достаточно большой список изменений, как я говорил, которые нужны StarCraft'у. При его составлении я пытался максимально убрать свое мнение, предпочтения, посмотреть правде в глаза, посмотреть на про-уровень, для которого в первую очередь и предназначается баланс патч. Ну и не буду забывать об игроках уровня ниже. Поехали! Начнем с разбора текущего баланса. Я хотел бы начать с матчапа ЗВТ. По моему мнению, это самый сбалансированный матчап в текущей мете из всех. Особенно если мы говорим про био Террана. Заметьте, в каком порядке я сказал ЗВТ. В первую очередь я говорю о расу, которая находится в преимуществе в этом матчапе. Да, я считаю, что у зергов есть преимущество в этом матчапе. Если мы говорим про био Террана, смехом чуть иначе будет. Что я считаю сильным? Да все просто. Первый это 3 юниты зерга, а в основном это люра с ниндусами. Хотя силу слонов также не стоит забывать. Ну и, как я уже говорил, люра с ниндусами. Они очень сильные. Давайте я покажу вам на примере, в чем именно она хороша. Вот моя комбинация. Вот. Смотрите. Кидаем АКЮ. Раз, два. Готовим одновременно атаку. То есть мы нападаем на эту базу. Это напряг. Так, здесь мы закатываемся бейнами. Одновременно, смотрите, можем забрать базу. Здесь он реагирует, здесь реагирует, здесь люра выпрыгивает. И я могу сразу кинуть Нидус сюда. Я выкапываю люру. Здесь я отдался. Здесь так. Люра из Нидуса выбежала. Еще сюда Нидус, сюда Нидус. Здесь я начинаю атаку. Здесь я делаю гидру. Здесь я нападаю с этой стороны. Еще я делаю забегание одновременно с этим. Люра здесь все уничтожает. Здесь дура все уничтожает. Сюда забегание. Так, здесь в этот Нидус убегаем. И я уже могу напасть сюда. Я нападаю сюда. Атаки повсюду. И у меня еще дура выбегает, я выкапываю здесь. Вот моя комбинация. Здесь я собак отвел, здесь я дозаказался. Здесь я заказал оверов и версиров, здесь я делаю грейды, здесь я забрал базу у него. Вот она моя total комбинация. Total combination. Это уже в шутку. И внимание, я вот так делаю. Конечно, я понимаю, что это и хоть. Но все же, оп. Собаки вылетели, собаки все сгрызли. Вместе с одним люркером. И здесь мы нападаем вновь. Здесь я кидаю инъекции. Здесь собаки появились. Собаки закопались. Здесь все сгрызено. Здесь, сюда еще кидаю Нидус. Сюда закапываемся. И все. Я сейчас отмотаю, потом покажу попозже, что произошло, но вы видели, что произошло. В чем именно проблема? Я думаю, вы видите. Максимум припасов. Войско готово. F2 и вперед сражаться.
Так, я заказал веров, но не заказал версеров. Красиво. И я могу вновь кинуть 2 Нидуса. Я кидаю вновь 2 Нидуса. Я в Нидусы-то не обязан ничего помещать. Вот они 2 Нидуса вылетают, и все. Все. Если это хоть и но игра окончена. Все, ГГ. Это победа. Из того, что я хотел показать, собственно. Главный момент X, так сказать. Вот я на 12 минуте. Конечно, я очень плохой зерк. Но вот моя комбинация. Внимание. Я кидаю 2 Нидуса на мейн. Можно кинуть не в одну точку. Можно кинуть в разные точки. Можно кинуть сюда 1 Нидус. Надо еще чейндждингами бегать по-хорошему. Я очень плохой зерк в этом плане. Опять вот я кидаю 2 Нидуса. Он и реагирует на эти 2 Нидуса. На новая база. В этот момент я нападаю. То есть всегда он должен и одновременно отбиться от 2 Нидусов. И одновременно должен отбить свою базу. Ну окей, это очень тяжело на самом деле. Потому что Терн должен здесь контролить, и еще здесь не должен отдаться на всей дуре, если она выйдет. То есть все юниты должны быть где-то здесь, чтобы от этого отреагировать. Вот моя комбинация. Вот они 2 Нидуса. Здесь я бейнами закатываюсь в планетарку. Планетарка минус. И внимание, вот Нидусы вылетают. Вот из Нидусов вылетает дура. Здесь я пронес базу, отступил. Здесь дура вылетает. Здесь атака. Здесь, и я сразу могу кинуть Нидус. Вот это тоже сильный маневр выходит. То есть в реальной игре какая комбинация у тебя, как у зерга. Я кидаю Нидус на мейн, как минимум 1. А второй или рядышком к нему, или вот куда-нибудь сюда, в данном случае. Или на вторую базу, или за минералы. То есть комбинация вообще бесчисленное множество. Одновременно с этим я нападаю на его базу. Если Нидус вылетает, я выпрыгиваю дурой. И я могу сразу кинуть Нидус на его 4-ю базу. Или 5-ю, в зависимости от того, какая стадия игры. И все. То есть он должен отбиться вот от этих 12 дуркеров. А как ему отбиться от этих 12 дуркеров? Вот как ему отбиться от 12 дуркеров? Конечно, это не показатель, но, опять же, ответа нет на этот вопрос. Вот как Терну отбиться? Он должен отправить на вот эти 12 дуркеров 11. Считаем. 11 умножить на 3, потому что дуркер это 3 лимита. Гидролизк 2 и дуркер еще 1 лимит. 33 лимита. Внимание, вопрос. Хватит ли Терну 33 лимита пехоты, чтобы забрать дуру? Давайте посмотрим. Мне самому интересно, хватит ли Терну какого лимита дуркеров, чтобы 33 лимита, чтобы забрать дуру. Грубо говоря, когда равные лимиты. Просто посмотрим. Ну давайте. Удачи Вот в игре. юнит-тестер, его должны все знать, старкрафтер, особенно уровня повыше. Вот 11 дуркеров у меня было, правильно? С грейдами, ну какие грейды? Обычно вот такие. Когда я играю с зерками, как правило, я вижу именно такой сетап апгрейдов. Есть дальность. Скорее всего, она уже будет к таймингу, учитывая скорость хайва. Вот я делаю у кого Рейвена для детекции. Ну, давайте Апса даже, чтобы точно не было вопросов ко мне. Убью от Терна какие-нибудь вот такие грейды, даже дадим ему преимущество.
делал все необходимые грейды. Я сделал ему даже 4 медивака. И без учета медиваков пехоту. 15 лимита. 25 лимита. 27, 29, 21. Вот. Это вот такая пачка пехоты. Конечно, не будет идеальной позиции, поэтому пускай будет эта армия драться кучкой. Потому что это даже более благоприятные условия, потому что, как правило, Терран должен драться между своих зданий в узком проходе. Конечно, все зависит от того, опять же, как Нидус кинул и куда Зерг забежал. Ах да, вы видели еще, возможно, что я пытался собак закапывать. Это тоже, кстати, интересный прием. Люру так можно закапывать. То есть ты заранее закопал там пару люркеров, спрятал, и в момент, как ты напал, разрешил им атаку, и все. И у Терна хаос. Ему приходит эта метка, Терн должен реагировать, Терн должен кидать скан, подводить свое дотекание. Одновременно с этим происходит битва, и, возможно, одновременно с этим кидаются Нидусы в 2 точки. Итого 4 фронта. Если ты не среагируешь ни на один из них, и если у тебя нет пачки либераторов, ты все. Ты не можешь это отбить технически. Ну давайте, ладно, все, хватит болтать мне, давайте вот. Просто вот. Кучка пехоты, клик на пачку бюркеров. Поехали. Стимпак, погнали. Это без учета медиваков, напоминаю. Медиваки я не считаю. В салат. Люра в салат справился с таким количеством пехоты. Гасты, кстати, они улучшат, конечно, ситуацию, но не сильно. Либераторы сильно улучшат. Но опять же, я могу отойти Люрой, я могу отправить пару гидролисков Нидус, я могу отправить королев Нидус, кинуть криптумор и еще крипом всю базу Террана обложить, чтобы у тебя был вижен, и чтобы ты дрался всегда с бонусной скоростью, которая для Зерга очень важна, потому что армия вся взрывная. Давайте еще пехоты добавим. Окей, мало пехоты. Еще пехоты. Грейды лучше у Террана. Напоминаю. Я сильно не сплечусь, потому что, еще раз напоминаю, узкий проход, как правило, будет вообще битва проходить. Просто стимпака клик. Я не знаю, сколько правильно я позиционирую армию, но здесь уже хватает как будто. А нет, не хватает. Я понимаю, Терран не контролил, ничего не делал, да. Терран будет что-то делать, как-то подкачивать, отходить в стороны, если Терран знает, как надо уворачиваться от дуры. Но сам факт. 11 люркеров разбирают, ну давайте посчитаем. 28 идеально, 50 лимита пехоты. 33 лимита на 50. А чтобы разобрать люру, мне надо еще столько лимита. Вот такую пачку пехоты мне надо отправить, чтобы забрать 11 люркеров. С отставанием по грейдам. И еще напоминаю, это будет узкий проход, как правило. То есть сильно широко фронт ты не возьмешь. Здесь уже хочется подконтролить. Кстати, вот как вот от люры уворачиваться, если вы не знали, надо ходить в бок. И то не хватает, если не контролить. И то не хватает. Хотя, извини меня, у меня уже сколько? У меня 60 лимита на 33. Двоекратная разница по лимитам. И опять же напоминаю, в это время происходит лобовое сражение. И в это время я кидаю Нидус. А то и в 2 разные точки. То есть Терран должен найти юнитов на то, чтобы от этого всего отбиться. И главный вопрос в моей голове, как отбить лобовую атаку. Вот как Террану отбить лобовую атаку, когда у него просадка по лимиту. То есть у меня у Зерга, как Зерга, вы видели, Доронов, если обращаете внимание, 80. Или если вы сможете это увидеть, потому что не факт, что я это вставлю. У меня, как у Зерга, 80 Доронов. Быть больше. У Террана где-то 70 КСМ. Я отправил 60 лимита на отбитие, 30 лимита люркеров.
Отняли лимиты. Получается, здесь отняли 30, здесь 60. Итого у Террана 70 боевого осталось, чтобы отбить мой лимит. А у меня 90 боевого лимита. 70 на 90. По боевым лимитам, вот что такое? Даже вот давайте тупо Гидра Ринга Бэйнов сделаем. Где у Террана отставание. Ну вот такой лимит давайте, вот 70. Что такое 70? Вот столько. Даже больше, вот столько, вот 70. Я доделал гриды, потому что в целом это реальный расклад. Адреналин тоже реально получить. Без дуры даже, просто Гидра Ринга Бэйна. И по стоимости пытаюсь подогнать это все. По стоимости, конечно, печально все. Ну давайте даже лингов. Ну, нет, еще пачку бейнов. Вот. Равные боевые по деньгам, конечно, больше. Но Терран должен отдать больше, чтобы отбить дуру. Внимание! Вопрос. В какой хлам улетит эта армия Террана? Даже давайте дадим ей пресплит. Стимпак, поехали! Сейчас эта армия выиграет. Нет. Вообще без шансов. Не было мин, не было танков, не было позиции, да. Да. Но сам факт. С достаточно большим запасом эта армия выигрывает. И внимание, я еще могу сделать инфесторов, которые должны будут кидать микос. И помним, мне, если я пошлю армию по клику, и если я попытаюсь контролить, эффективность сражения будет плюс-минус одинаковая. Но если Терран пошлет свою армию по клику, если он будет контролить, эффективность битвы будет раз в 5 лучше. Вот такая вот разница, и за счет такого мультитаска, именно, собственно говоря, зерги выигрывают. Все же видели игры Solar Clam? Сейчас вы, возможно, увидите вставку. Одно из них, из этих моментов. Думаю, вы понимаете, почему Люра достаточно сильный юнит в этом матчапе. Люра. Что же касается меха, то здесь все лучше у Тернов. Склон Гелионовый мех очень силен за счет того, что на зеркале оказывается постоянное давление. Буквально вот идет 6:30, и с этого момента до конца Терн давит. У Терна больше экономика становится, у Терна сильнее продакшн, он давит, а зеркало отбивается и не может отбиться, потому что заканчивается он. За счет того, что циклон Гелион разменивается лучше. И в чем проблема такой же исполнительной биотерни бесконечным пушем? Потому что армия биотерни контролирует гораздо сложнее, чем армия мех Террана. Плюс юниты механические, они всегда размениваются выгоднее. Био-юниты все равно при недостаточном микроконтроле могут разменяться хуже против зерга. Соответственно, за счет того, что на зерга идет давление, зергу сложнее оказывается агрессию в ответ. И игра зерга это превращается в ожидание собственного поражения. Или ты создаешь ответные угрозы, перехватываешь темп и начинаешь свое давление по всем фронтам, чтобы снять себе давление, давишь сам. И у меня большой вопрос вот касаемо мех Терна, почему я не могу окончательно сказать, что мех имба, в контексте того слова имба, что он это простой, но сильный состав армии. Так это то, что зерги против меха делают инфесторов и в дальнейшем брудов. Ну все, я думаю, видели Рейна Армарус из Force World Cup, как он пытался это контрить.
Его большой вопрос заключается в том, почему зерги не делают дуру. Дура очень хороша же, особенно против меха. Я понимаю, против био ее делают. Но почему, что им мешает делать ее против меха? Один Нидус, и можно сказать, это минус мейн Террана. Все. Терран не может отбить свой мейн никак, если там вылетает Нидус там с 15-20 дуркерами. Он может только улететь. Или если у него должна быть пачка либераторов. Но как мы рассматривали в примере, выходит гидролист и все становится внезапно хорошо. Дура вылетает, например, с этим атака, и очень сложно отбиться. При этом Дура также хороша и в обороне. Он делает пачку циклона Гелионов, а ты закопал 3-4 дуркера и все. Соответственно, Терну сложнее гораздо тебя атаковать, и ты легко отбиваешь с этого контр-угроз. Что, собственно говоря, и является большой проблемой брудлордов, которых часто делают против меха. И почему комбинация с Дурой их делает очень хорошей. Дура закапывается по боковым базам, не давая Терну напрягать их нормально. А брудами ты пушишь. Почему это не делают? Также это их расы, Нидусы, может делать дроп оверлордов, забегание одиночных люркеров. Можно засады делать, конечно, это редкое явление, но все же вполне себе можно нажать запретить атаку посередине карты, и в один прекрасный момент отжать, и таким образом вся армия Мехтерна просто улетает за секунду практически. Также сочетание с вайперами, и с инфесторами, и с собаками, с любыми взрывными юнитами у Дуры просто прекрасно. Они служат прекрасной поддержкой к любому составу армии и комбинациям юнитов. Кинули пары бомбы, облака, долетела Дура, уничтожила мех. Кинули микозы на циклонов, забежали, забрали пачку циклонов. Красиво, я думаю, да. Ну, опять же, напишите в комментариях, Зерги, почему все-таки никто не делает Дуру против меха. Ладно, пойдем дальше, теперь говорим про ПВЗ. Главная проблема этого матчапа late game. Комбинация темпестов и штормов очень сильна, и ее достаточно сложно законтрить со стороны Зерга. Думаю, многие с этим утверждением согласны. Однако Зерги адаптировали, сейчас играют пуши, которые очень неплохо заходят. А так что у меня даже есть большие вопросы, как у зрителя, который не играет на терранах на уровне, так сказать, Хаймастер Лига, низ ГМЛа. Как это отбивать? Если мы смотрели, кто-то даже делал анализ, Classic Serral, где Serral собирает 200, когда у классика 150. И у меня большой вопрос, как это отбивать. У меня есть идея, как можно перестроить билд, чтобы от этого можно было отбиваться, но об этом позже. Закончил рассуждение с матчапом ПВТ. Да, Протосы действительно показывают себя неплохо. Самые сильные этапы игры — это середина игры, когда Протос выходит на технологии, когда просто получает в частности Шторм, потом Колоссов, и игра переходит в лейтгейм, в котором есть шансы у обоих. Шторм показывает очень хорошо, как я уже и говорил, да, слишком. Это и харас, и отбитие от всех пушей, и своя контратака. Если вы видели, опять же, Sports World Cup, чемпионат мира, как играют прогеймеры, классик в частности, он просто делает шторм, он может поставить попозже третью базу, да, но у него есть сильнейшая компенсация, он может залететь штормами в экономику, забрать 16 КС, там отыграть преимущество. Может забрать армию, налететь на армию Терна, забрать ее и заставить Терну улететь с третьей базы. И по итогу ты поставишь четвертую, когда Терн будет только перелетать на свою третью. Тоже отыгрываешь преимущество. Ну и если он пушит с двух баз, и ты в хлам отбиваешь это, то ты уже выиграл. Поэтому я не знаю, что с этим делать. Ну, однако, в начале игры Терны приспособились и играть агрессивные билды. Как правило, это Риппер Гидеоны, Циклоны под пушики, танки под пуши. Но самые два частых варианта, которые я бы хотел рассмотреть, это Дроп Мин и Банши. Вот они прям самые такие бесячие. Почему Дроп Мин? Потому что Терран может просто прилететь дропом с двумя минками,
и начать жонглировать ими. Одну закопал, а во второй момент выкопал. Таким образом, жонглируя, мы отнимаем у Протоса кучу времени, и пробки по итогу просто стоят, не добывают. Даже если мины так пожонглировали секунд 15-20 и забрали 2 пробки, и даже одна минка улетела, то Терран уже получает преимущество, которое может позволить ему выиграть игру. Это очень сильно. И хотел бы обратить внимание на баншей, которых часто играют. Сталкеры тупо не могут догнать баншей. Это очень тяжело. Я поиграл немного на Протосах, я понимаю, что это за боль. И почему теперь все Терраны катают баншей, если хотят выигрывать. По итогу, хочется сказать, как это отбить, но об этом чуть позже, что надо изменить, у меня есть понимание этого. Ну, банши залетают, убивают. Если не убивать 10 пробок, это чудо. Даже если у тебя есть батарейки, 10 пробок для баншей, это средний результат, и этого результата хватает, чтобы игру выиграть. Ну, опять же, проблем множество. Я не все упомянул. Это такое предисловие перед переходом, собственно говоря, к моим идеям, как можно изменить это все дело. Я, к примеру, не упомянул про Late Game PvT, где оно превращается в спам зелков, где Терран просто играет, у него не жизнь, а выживание. ПВЗ проблемы на старте, где у Протоса, можно сказать, он начинает с преимущества, если он выбрал Протоса. Ну и давайте уже ТВЗ, это вот 8-барачный пушер, особенно с CD-барака, прям очень сильная стратегия. Тоже непонятно, как это отбивать до конца. Ну, давайте уже перейдем наконец-то к изменениям баланс патча. Ну что же, поехали обозревать баланс патч 5.0.15. Моя идея. Эти изменения... Я уже говорил, для чего предназначены эти изменения, но здесь коротко повторено, для чего это. В основном это патч будет зерговский. Задача этого патча решить проблемы в матчапе с ЗВТ Мех и ЗВТ. И помочь немного Терранам. Также разнообразить смету, собственно говоря, как и все патчи. И ПВТ немного ослабить Протоса в мидгейме. Основные проблемы, которые я и затронул. Теперь будем рассматривать то, что поможет нам решить эти проблемы. Поехали! Начинаем с зергов, гидрориск. Сразу мы видим, что я предлагаю удалить атрибут легкий у гидрориска. Вы можете сказать, всегда гидра была легкой, ни у кого проблем не было, это нелогично. Она не подразумевалась как что-то другое. Но это изменение нужно сделать. Это изменение позволит игрокам контрить мех. Потому что циклоны хороши. Просто циклоны. Но все юниты, которые реально хорошо контрят циклонов, эти юниты все очень... Всех юнитов, которые контрят циклонов, контрят гелионы. А именно... Гидору контрят хорошо гелионы. Линков хорошо контрят гелионы. Поэтому я предлагаю ослабить именно гелионов. Особо не затрагивая циклонов. Соответственно, мы должны не нерфить гелионов. Не полностью нерфить. Об этом позже. А я предлагаю поднять гидру. Как и написано, эти изменения позволят гидре лучше себя чувствовать в лейтгейме против гостов и против гелионов, когда рейд заходит про мех. Очень полезно и нужно изменение. Дальше, дэш. Я предлагаю ему увеличить дальность, соответственно, и длительность. И предлагаю уменьшить кулдаун до 7 секунд. До 0.8 я не уверен. Сам факт, я буду пытаться сделать по дальности дэш такой же, как и гидру. Теперь это будет блинк. То есть это будет блинк, но отличие от блинка заключается в том, что Терран... Вот я Терран. Залетел даблдропом. Или каким угодно дропом. Там стоят сталкеры. Если просто все грамотно сделает, грамотно подгадывает, он издает блинк в идеальном
в идеальное время из тумана войны, где я это могу видеть только сканом. И все, я теряю юнитов своих. При этом на гидру можно будет реагировать, успевать. Но это очень тяжело будет. Тоже не так сильно. Ну, как я уже пишу, собственно говоря, Dash, она сложна в использовании, ее вообще не используют толком, и при этом эффекта от нее практически нет никакого. Поэтому нужно ее усиливать, это позволит играть зерком агрессивнее, а против Терну нужно будет бояться, как я приводил примеры с дропом. Опаснее будет на крип заходить, протосом опаснее будет, потому что можно быстро сократить дистанцию. Ну, гидро как будто и так особо не делают, так что это в основном изменение повлияет на ТВЗ. Поехали дальше, не будем долго затягивать. Инфесторы. Я предлагаю уменьшить дальность микоза. Микоза это такая белка, которая очень хороша в реализации, она очень хороша в незакопке, как написано. Но сейчас я хочу заставить, вынудить Зерга играть от закопки. Почему? Потому что это изменение, оно нужно для того, чтобы инфесторы были более такими юнитами, которые зависели бы от уровня игры, от уровня реакции. Потому что сейчас инфесторы это юнит, который ты просто кидаешь микоз с огромного расстояния, и при этом если терна условит, будет очень больно, особенно со слонами. Естественно, эту комбинацию хочется ослабить. Ну и терраны. Чтобы терраны ожидали игры от закопки. Собственно говоря, как мы видим, я хочу повысить эффективность незакопки. После выкопки, в течение 0,5 секунд после выкопки, микоз будет действовать на 1 секунду дольше и наносить на 10 урона больше. Для чего это изменение? Как мы увеличиваем урон и увеличиваем время длительности микоза, мы делаем микоз более опасной пилкой, которая способна внести большую пользу в лобовых сражениях, чем раньше. Поэтому тернам нужно будет играть осторожнее. Фактически микоз это будет способность, которая будет переворачивать игры. То есть удачный микоз, и можно переворачивать игру, по идее. Но опять же, в чем компенсация? Почему я считаю это не таким сильным, что можно так бафать? Потому что, чтобы микоз попал, дошел до своей цели после выкопки, должно совпасть очень много факторов. И позиция инфестора, и позиция терна, и преспличность терна, и отсутствие туреток, и отсутствие сканов. И ты должен даже сейчас, даже если ты попал микозом, ты не до конца можешь сыграть по юнитам, которые ты поймал. Допустим, ты кинул микоз, а там стоят хелбаты или мины, или танки. Просто ловишь танки дают залпы или минки, и все, это должно разворачиваться. Поэтому слишком мало исходов, соответственно, мы увеличиваем микоз, чтобы если все совпало, то хотя бы была большая награда за это. Также длительность, она будет мешать терну загружаться в медивак, соответственно, они не смогут улетать сразу же, как это терны делают. Так. Ну и давайте дальше. Предлагаю обновление сети Нидуса. ХП увеличить. Вот это, возможно, не точно. Сделать так, чтобы только было доступно 3 сети Нидуса максимум. Больше нельзя было, чтобы построить. И увеличить кулдаун Нидуса с 14 до 30 секунд. Помните, что я рассказывал про комбинации с Нидусами? Так вот, я хочу ослабить комбинацию с Нидусами. Я хочу ее сделать слабее. Я хочу сделать так, чтобы зерги вынуждены были тратить Нидусы не только на атаку, но и на то, чтобы выходить юнитами. Потому что в текущей ситуации я зерг. Я показываю, я кидаю 2 Нидуса на мейн,
Они высадились, и я кидаю сразу же 2 нидуса. Сразу, как только первые появились, я могу кинуть второй нидус. Это слишком сильное сочетание. Это дает зеркалам нереальные возможности, нереальные комбинации, нереальную мобильность, от которой я не представляю, как отбиться. Поэтому также мы помним, я предлагаю дать инфесторам более сильные микозы, более сильную гидру, соответственно, это все сделано для того, чтобы мы могли со спокойной душой понерфить нидус, поняв, что зерки не будут шибко страдать. Ну, вы могли прочитать описание. Давайте дальше. Вайпер. Парастическая бомба. Длительность увеличена с 7 до 10 секунд. И урон увеличен с 120 до 150 единиц. Теперь вайперы будут страшными юнитами. Опасно будет подставляться под паразитическую бомбу. Особенно юнитам Террана. Потому что одна паразитическая бомба и банша не ушла. Викингов надо будет всегда сажать, если не хочешь их терять. Сильная кнопка. Также эта кнопка позволит более четко играть лейтгеймы. Потому что викинги и либераторы станут слабее. Также это, естественно, будет влиять против Скайтоса. Но для Скайтоса у меня припасен один подарочек. Приятный. Также это заставит, как я написал, заставить... Я уже говорил об этом, но теперь терным процессом нужно будет контролировать более внимательно. Паразит Абдакт. Скорость снижена на 50% полета. Я хочу дать Протоссам возможность реагировать призмой, подбирать юнитов, которых вытягивает Вайпер. Потому что сейчас это делать, это нереалистично. Если Протосс вытягивает Вайпером, если Протосс уворачивается в призму от Абдакта. Поэтому я бы хотел видеть этот прием чаще. Соответственно, предлагаю ослабить скорость. Свармхосты. Предлагаю уменьшить время восстановления локустов, пока свармхосты закопаны на 30%. В этом изменении была видна суть моего баланс-патча также. Это то, что сделать неиграбельных юнитов играбельными вновь. Я предлагаю поднять свармхостов. По совместительству это очень хороший контрамеху, который мы хотим, собственно говоря, ослабить. Также для лейтгейма ТВЗ это будет благоприятно, потому что Роук показывал, как можно играть. Ну, в целом, здесь говорить дальше нечего. Переходим дальше. Дальше Протоссы. Центря. Сразу. Форсфилд стоит 75 энергии, его длительность повышена с 11 до 16 секунд. Иллюзия длится не 43, а 49 секунд. И ключевое изменение, прям ключевое, длительность снижена до 8 секунд, но сейчас она срезает урон со всех способностей на 20%. Иными словами, будь это Нова, будь Диза, будь это... Так. Будь это Микоз, будь это паразитическая бомба, бомбочка Рипера, даже. С любых способностей будет срезаться урон на 20%. Ну и по-прежнему дается 2 единицы армора. С Гарден Шилда я это менять не хочу. Также на имя это влияет, как я писал. Ну и здесь я лишь проговорю то, что я хочу вернуть Центрю как лейтгейм юнита. Чтобы игроки реально стали их делать, чтобы были центрики полезны. А вот изменение филда и иллюзии лишь предназначены для того, чтобы сделать Immortal пуши с центрями, которые раньше играли, чтобы они не стали слишком сильными. Таким образом я предлагаю ослабить. А иллюзия дольше, чтобы было не так обидно, просто приятным бонусом достается иллюзия. Также мы срезаем баф паразитической бомбы. Вот расчеты написаны. Эти изменения очень хороши.
Пойдем дальше. Оракул. Здесь вообще много изменений. Предлагаю юнитов под ревелейшнами, да, что они дают на 50% меньше вижена Протосу. То есть я кидаю юнитов на собак, допустим, подбегаю под армию зерка, под характеров, чтобы каждый юнит давал меньше вижена на соседних. Вот так вот. Это изменение сделает, ослабит импестов, потому что импесты очень хороши сейчас. Они стреляют с огромного расстояния. И я хочу заставить протоссов, если это нужно сделать, кидать Revelation, если можно так сказать, практически непосредственно на тех юнитов, которых ты хочешь фокусить. Хочешь фокусить бурлордов? Пожалуйста, кидай Revelation на них и фокуси. Хочешь фокусить карапторов? Кидай на карапторов, на инфесторов. Но чтобы нельзя было кинуть на пачку собак, которая стосуется в армии Зерга, и она дает вижен и на карапторов, и на брудов, и на инфесторов, на все. Давайте дальше. Щиты я предлагаю увеличить с 60 до 65 оракулу. Этот комментарий все ясно описывает. Минка больше не будет ваншотать оракула. Соответственно, сделать оракулов более сильными и играбельными юнитами в матчапе ПВТ. Юниты получат команду стоп после того, как выходит из статиса. Это сделано для того, чтобы харас с статисными ловушками был более эффективен. Также это будет синергировать с другим изменением, которые можете прочитать, но пока не будем обращать на него внимание. Это усилит харас, потому что рабочих надо будет подконтролить отдельно. И сразу перейдем к следующему изменению, потому что выгоднее говорить об этих изменениях в купе. Юниты, выходящие из статиса, получают замедление скорости передвижения на 30% на 5 секунд. Сочетание этих двух изменений позволит сделать статисные ловушки более эффективными в защите. Как поможет сделать стоп более эффективным? После статисной ловушки сразу идет команда стоп. Поэтому если я даже буду давать команду своим юнитам убежать из стазиса, они все равно остановятся и все равно погибнут. Поэтому надо будет их как-то по-особенному подконтролить или просто отдаются эти юниты. Также, опять же, хара стазисом более эффективен. Почему я считаю это сильным? Потому что примерно то же самое, что и с инфесторами. Стазисная ловушка, залетающая в экономику, на проуровне это что-то редкое, сверхредкое. Поэтому это можно смело поднимать. Опять же, эти изменения позволят гидроринго-бейнам быть менее эффективными. Они больше не смогут прям так напрягать. Особенно если ты словил пару стазисов, теперь Зерк будет вынужден считаться с ними. Также это позволит Оракулу быть более надежным юнитом в ПВТ, что, собственно говоря, я и хочу сделать. И по изменениям Оракула про ПВТ, я думаю, вы должны сложить 2+2 и будете понять, как я хочу решать проблему с минами и баншами. Иными словами, я хочу просто сделать так, что Старгейт будет играбельным билдом. Старгейт будет полноценным, хорошим, надежным билдом, которым можно будет играть. И если Старгейт будет полноценным билдом, которым можно будет играть и побеждать, самое главное, то игра разнообразится, и все это, и вся ситуация с баншами, с минами стабилизируется вновь. Из-за этого тоже в прошлой пати все было хорошо, достаточно. Потому что сейчас, если там Старгейт, любой терный говорит окей, ставить 4-5 барак, срывать рабочих и на 6.30 по стимпак щиты заканчивают. Все. С вероятностью 90%. Прям я такой большой процент скажу смело. Но я не хочу так, чтобы так было. Хочу сделать Старгейт хорошим. Поэтому я пытаюсь как-то вернуть. Кстати, напишите в комментариях, какие изменения также помогут это сделать. Как будто этого не хватает. Мне так кажется. Nexus. Давайте рассмотрим. Energy Recharge восстанавливает меньше энергии. 75 вместо 100. В целом это изменение обсуждалось, предлагалось. Говорить особо нечего, очень хорошее число. Самое главное, почему 100 прям это такая беда, это сочетание Темплара
и этой способности. Я делаю один шторм, одного темплара варпу, у него 50 энергии, автоматом. Я кидаю Energy Recharge, у него 150 энергии. Это энергия на 2 шторма. 2 шторма для отбития контратак, и даже при обычной атаке, для того, чтобы тянуть время, это очень сильная способность. Поэтому она очень нужна. И за счет этого у темпларов очень много энергии. Поэтому я предлагаю энергию уменьшить. Которая восстанавливается, чтобы надо было немного подождать темплару, чтобы кинуть второй шторм. Собственно говоря, хай темплар. Темплара архивы я хотел затрагивать, но не буду. Я пересмотрел свои взгляды, посмотрел спортс. Я понял, что это изменение не нужно. Предлагаю я перераспределить урон темплара. Каждый тик, вообще шторм разделен на тики. 8 тиков, каждый 10 урона. Я хочу перераспределить урон так, что первые 4 тика наносят 28 урона, а последующие 4 52 урона. Ну, комментарий многое говорит. При идеальном микроконтроллере все равно проходит 2-4 тика, зависит от юнита. Если это Линк, то 2 тика. Если это Морпех 3, если Роу 4. Ясно примерно, о чем идет речь. И я хочу сделать так, что игроки, которые контролят, будут получать меньше урона штормов, чем те, кто не контролят. Как будто очень хорошее изменение, чем непосредственное уменьшение урона от шторма. Хотя это изменение может оказаться даже бафом. Почему? Потому... Особенно против Зерга. Против Терна это очевидно нерв. Всегда нерв. Но против Протоса это... против Зерга это станет хорошей обилкой, потому что если ты кидаешь шторм в Бейнов... А я напоминаю, Бейны катятся постоянно по шторму. То есть Бейны не откатываются как-то в сторону. Соответственно, будут получать больше урона последующие Бейны. И Бейны не смогут докатываться, с одной стороны. А с другой стороны, Зерг мог бы и подконтролить, и он может вот так Бейнов отводить. Вот такой микро, смотрите на указатель. Вот так. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вот таким зигзагом катиться, и тогда от шторма урона не будет. Толком. Ну, ладно, давайте дальше. Дисраптор. Я предлагаю сделать так, что Нова выживает после того, как ее вытянут дизом. То есть она не отменяется. Что это дает? Это дает Протосам более хороших дизов. К слову, помните, я говорил про пуши? Так вот, чтобы решить проблему с пушами, я предлагаю просто сделать сильными робо-юнитов. Робо-юниты очень хорошо контролят пуши. Представим, Зерг пушит, а у Протоса 3 колосса. Как будто очень неплохое число, и они отлично останавливают любые пуши, потом переходишь в контратаку и заканчиваешь игру. Хотя, справедливости ради, вайперы хорошо прям пресекают это все дело, но опять же, посмотрим текущую мету. Хайв сейчас делает Зерги достаточно поздно, особенно когда играет какой-либо пуш. Поэтому Протос может делать колоссов и идти запушить. И возможно он окажется прав, если Зерг пушит его в ответ. Однако, если Зерг играет макро и переходит в лейтгейм, то тогда колоссы оказываются плохим юнитом. Как и дисрапторы в целом. А такие изменения, они скорее намекнут Протосам, что надо делать, а изменение дисрапторам вправду поможет. Потому что теперь Зерг будет обязан сплититься гарантированно. Особенно вспоминая комбинацию, что теперь Абдакт будет лететь на 50% медленнее, это практически гарантированный сплит. В целом это не так сложно, Зерги, не переживайте, учитывая, что еще дэш мы подняли, я предлагаю поднять. Как по мне, это будет вполне себе сбалансировано. Void Ray. Вспоминаем забытых юнитов, и один из них это Void Ray. Как я его хочу поднять? Скорость во время с апгрейдом на разогрев и во время разогрева увеличивается.
с 202.88 до 349. Почему это изменение нужно? Во-первых, мы делаем VDRF играбельными, а во-вторых, это позволит VDRM лучше уворачиваться от различных способностей, в частности Зерга. Также это позволит им более хорошо цепляться в юнитов и не отпускать. Но опять же, это все только с грейдом на скорость, поэтому на начальной стадии игры это не повлияет. И как будто это несправедливо, что уменьшается скорость до того же значения, что и без апгрейда. Поэтому я предлагаю сделать так, чтобы уменьшалось процентно. То есть как без апгрейда на разогрев уменьшается на 25% скорость, так и с апгрейдом на разогрев уменьшается скорость разогрева на 25%. Ой, не разогрева, а скорости будет в разогреве. Ну ладно. Вы можете почитать об этом, что я написал. Не будем на этом останавливаться сильно долго. Гасты. Терраны. Гасты. Я предлагаю поднять им скорость передвижения, пока они невидимые, до 4.13. Теперь гасты должны стать более мобильными. Они смогут лучше уворачиваться и от штормов и от дизов. Также, почему выбрана скорость 4.13, это изменение позволяет гастам иметь такую же скорость, как и Бейнам. То есть гасты имеют такую же скорость, как и Бейны. Соответственно, они могут убегать. Справедливости ради, невидимость тратит энергию. Это не бесплатное удовольствие для тернов, соответственно, это будет меньше снайперских выстрелов, меньше ими. Поэтому это изменение будет тоже как будто сбалансированным. Предлагаю уменьшить стоимость батлов. Это изменение позволит сделать перхов батлов проще. Я проверял на начальных стадиях. Это не так страшно в контексте одного батла. Но в контексте двух батлов это будет страшновато. Но опять же, как будто от этого отбиваться можно. Дальше, Банша. Предлагаю первое распределить урон с 12 по 12, 2 атаки по 12 по всем, до 8 атак, 8 урона по 2 атаки по всем целям, а по легким 14 на 2 атаки против легких. С этими изменениями сила баншей как юнит контратак будет сильнее. А если мы баншей говорим как боевой юнит, который сражается с боевыми юнитами Зерга или Протоса, они будут слабее. И также это изменение позволит баншам, это ослабляет баншей при отбитии пушей Зерга с роучами. Соответственно, Терн должен будет лишний раз перестраховаться, если видит, что там пуш. При этом для отбития контратак и для хараса в ответ банши будут лучше. Вот это изменение более интересное, как по мне. Больше необходимо исследовать невидимость. Однако энергия тратится на 50% быстрее. На 50% я не знаю, но энергия будет тратиться достаточно быстро. За минуту или полторы, наверное, 1,5 минуты будет тратиться вся энергия. Без апгрейда. Однако будет новый апгрейд, который уменьшит затраты энергии на 75%. И суммарно будет на 25% меньше энергии тратить, чем обычно. Невидимость стоит 100-100. Ну, вот это новое открытие предлагает, чтобы стоило 100-100 и делается 79 секунд. Это изменение сделает... Оно будет влиять на ТВП. Теперь надо будет бояться Протосом Баншей Террана и различных угроз. Просто должен будет заранее думать, как он будет получать детекцию. Или ставить батарейку. Но опять за счет того, что энергии будет тратиться больше, это будет не так сильно. Хотя если просто будет забывать батарейку, все равно будет Протос проигрывать. Соответственно, Протос не сможет халявить. Ну, играть осторожнее, Зерг тоже будет играть осторожнее. И все будет хорошо. Видите уже изменение медиаками, какое предлагаю сделать. ХП немного поднять. Это позволит медиакам выживать от паразитической бомбы. При этом всем это не будет влиять на математику со сталкерами. Иными словами, как 5 сталкеров с 2 выстрелов убивают медивак, так и убивали. И вот это я тестировал. Математически. Энергия
Ну, еще одно изменение. Предлагаю в апгрейд на энергию вшить апгрейд, который был ранее. Он уменьшает время восстановления буста, то есть форсажа, и увеличивает скорость. Это изменение позволит медивакам быть более мобильными, более безопасно можно будет дропаться на Протоса, на Зерга, особенно если мы говорим про то, что мы бафнули дэш. Соответственно, мы поднимаем альтернативу и поднимаем скорость медивака. А если вы скажете, что буст это смешно, как будто это апгрейд, не знаю, почему-то его многие не делали, но лично я его очень любил. Этот апгрейд позволяет, мне как Террану, он позволяет спокойно, безопасно дропнуться. Я могу дропнуться, и я могу уйти. Вот я не знаю, как так работало. Я мог дропнуться, немного повеселиться на базе, пехоту высадить, забрал пилон какой-нибудь и улетел под бустом. Поэтому это изменение очень поможет. Орбиталка. Предлагаю сделать так, чтобы орбиталка давала ХП. Там же добавили изменение, что она дает восстанавливает ХП и делает максимальные 500. Но это будет... Я предлагаю, чтобы это происходило спустя 2 секунды после того, как она приземлилась, а не после того, как дала лимит. Это слишком долго. Это изменение позволит более лучше использовать вот эту передачу ХП. Именно как способность. Для увеличения ХП, когда, не знаю, собаки грызут, кинул экстра саплайку, и все, я чувствую себя комфортнее. Теперь еще одно изменение, над ним я работал, старался, продумывал. Хелбаты Гелионы. Я предлагал убрать адское пламя полностью и добавить новый апгрейд, который требует армори. Хелбаты получают на 20% меньше урона от всего, а эффект на Гелионов распространяется на 15%, уменьшается урон против всех. Этим изменением я хочу поменять роль хелбатов, потому что роль хелбатов сейчас это юнит агрессивный, этим юнитом ты врываешься, он заходит, начинает выжигать всех подряд и все подряд. Гелионы теперь играются прям, чтобы заезжать в гидру, фокусить. Этим изменением я хочу сделать хелбатов более танкующими юнитами, которые принимают урон в свою очередь от всего, что есть. Но при этом, чтобы этот требовал армор и не было таким сильным апгрейдом. И опять же, адское пламя было слишком сильным против Зерга, таким образом мы нерфим мех вновь, собственно говоря. И последнее изменение, предпоследнее, минки. Я предлагаю поднять им время производства, стоимость на 25-25, увеличить радиус до 1.8, и уведомления больше не приходят. Это единственный раз за весь патч, когда я предлагаю откатить какое-то изменение, которое было внесено. Эти изменения помогут заиграть минам по-новому. Теперь минами нельзя будет спамить, это будет дороже. Но хочется все-таки, чтобы это было более эффективно. Пусть игроки реагируют лучше на мини-карту. При этом минка будет стоить дороже. Но и при этом ее эффективность будет хороша. Циклоны предлагаю пофиксить баг с ними. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки. Про это изменение, это что я говорю? Тьфу. Циклоном пофиксить баг. Говорит, что баг есть. Но как будто он есть, циклоны сильнее, чем были тогда. Хочется все-таки, чтобы циклоны были как и тогда были. Тогда были хорошие циклоны, которые не ломали игру. Спасибо за просмотр. Теперь всем комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.